друзья, едем с Ируськой искать тайник, причем в этот раз очень далеко, в Росток, в Варнемюнде. Вон Иришка уже пошла собираться, готовиться. Так, Ися? И вот тут у нас уже стоят велосипеды, почему-то очень похожие на велосипед Сони. Один в один. В общем, ребята, мы выехали, и наш маршрут лежит просто в Варнемюнде через паром. В общем, туда-обратно должно быть километров 70. Я не знаю, на что Ира подписалась, но я вообще сегодня никуда не собирался ехать. Просто с фонаря так ляпнул: поехали в Варнемюнд. Она такая: поехали. Я такой: ну блин, раз Ира не против, надо ехать. Все, значит, взяли мы с собой сладкую булку огромную, воды бутылку, чая термос. Сейчас заедем, еще снимем деньги вон в банкомате. Здесь у нас деньги рекут просто рекой летом. Караул. В общем, я не знаю, что на Иру сегодня нашло, что за жажда приключений у нее проснулась. Но мы с ней один раз за 5 лет проезжали это расстояние, именно эту штреке, этот путь. Это было 5 лет назад, когда мы только купили велосипеды, и на обычных велосипедах, ну, я на хардтейлах. И она тоже на обычном велосипеде. Мы тогда проехали 76 километров, и это был первый и последний раз. Она сказала: больше никогда в жизни так далеко. Но сейчас вот электрический велосипед у нее, и она прямо так бодренько, я аж сам удивился. Единственное, что меня смущает, что велосипед не до конца зарядился, ее и там 5 этих полосок, и 5-я еще моргала. По идее, на 70 километров должно хватить. Если не хватит, будет ныть. Все, дальше я буду снимать с груди камеру, то есть будет мой голос и закадровый, и картинка с чудесами, с нашей чудесной природой. Вот, ребята, велосипедисты даже поздоровались, красавчики. Я сейчас расскажу, как я съездил вчера 50 километров на скорость, на новых шинах своих, на новых покрышках. Тоже интересно было. Я взял свой гревел, поеду на гревеле, уже точнее еду, потому что расстояние такое не близкое, а на хардтейле там сиденье вообще никуда не годится. Я ее натираю, и лучше жестче и уже вот это на гревеле, чем то чуть пошире и помягче. Но оно отвратительное, его надо поменять. Поэтому еду на гревеле. Иришка на своем знаменитом электровелосипеде, так называемом e-байке. Пожалуйста, вот он. Потому что в YouTube востребованы видео только про электрические велосипеды и про гревелы. Так, чувак потерял Хэнти сегодня велосипедистов. Это будет интересно. Сегодня вот это вот редкое сочетание в наших краях: выходной и хорошая погода. То есть будет полная велосипедистов, пешеходов. Вон стоит прямо вереницами. Местами ветер, ураган. Хорошая погода — это не означает, что нету ветра в наших краях. В общем, вчера съездил я 50 километров на гревеле этом. На скорость я поменял покрышки. Думаю, это покрышки эти на 5 миллиметров уже. Думаю, так, надо выяснить, как это отразится на скорости. И короче, я такой как вжарил. А ветер, погода нормальная, но ветер, я туда ехал еще ничего. В общем, я туда доехал 25 километров. Проехал со скоростью 27 километров в час средней скоростью. Я такой: о, ништяк. А видимо, это еще был ветер в спину или что. И обратно ветер в лицо. В общем, я приехал, получилась средняя скорость. Ну, туда-обратно приехал домой 24,7, по-моему. Или 24,9. В общем, около 25 километров в час средняя скорость. Я такой: да ну нафиг. Ну ветер был, капец, я устал. Вроде, казалось бы, только 50 километров. Но я так хотел быстро проехать, я так выкладывался. Я так устал, что я пришел домой, вырубился.
и проспал 1,5 часа днем, что со мной вообще никогда не случается. Я максимум сплю 15 минут днем и все. И тут, короче, просто ухайдокался. Не знаю, как люди ездят по 30. Ну, конечно, это все еще не шостер, понятно. Но даже там 27-28 средняя скорость довольно-таки проблематична. Тут, судя по всему, без ветра максимум, что мне светит, это 27, если я буду тренироваться прямо каждый день. И проблема в том, что я же нифига не тренируюсь, только по выходным катаю. Если бы я тренировался, ну, наверное, до 30 на гревеле можно было бы среднюю разогнать. И то на участке там до 50 километров, не больше. Все, что больше 50 километров, там уже будет скорость падать средняя. Ну, короче, я не знаю. Да, блин, лишний вес мой. Я же вешу под 100 кило. Где-то, конечно, сказывается. Если бы я весил хотя бы килограмм 80-75, я бы выдавал получше скорости. Ну, короче, не очень впечатлен я. Чуть побыстрее стал на этой поуже резине. Чуть слегка. Нифига себе. То есть они вот какие-то устраивают здесь концерт у нас в парке. Полностью на автономном питании. Офигеть. Прикольно. Ты на каком режиме едешь? А? На каком режиме едешь? На втором. Снизу, да? Да. А самый это зеленый или какой самый эко? Да. Ага. Ну правильно, грамотно. Молодчуля. Пока все идет по плану. Отлично. Тебе не сильно ветрено? Нет, я когда только выехал, вообще пофиг ветер. Вообще, ты такой его даже не чувствуешь. А обратно он нам будет в спину, так что ништяк. Да, говоришь. Не, серьезно, надо рассчитывать, ну да, понятно, что чтобы путешествия свои, чтобы ты туда ехал против ветра, а обратно ветер был в спину. Смотреть заранее направление ветра, он еще любит по часам меняться, в зависимости от времени суток, но в целом можно просчитать. Сейчас, конечно, я ничего не просчитывал, все абсолютно спонтанно, но нам фартит пока. Мы едем против ветра. А в лесу там ветра вообще нету, так что там уже дальше ветра и не будет. Сейчас мы заедем в дебри. Все как мы любим. Лягушки поют. Целый концерт, смотри, бесплатный. Я раньше тоже так умел, кстати. Или дох, сейчас еще могу валяться. Ну, давай. Валяйся, я снимаю. О, видно, не? Красавчик. О, там машет одобрительно. Парит такая 25 километров в час, а все прибедняется. Не могу, тяжело, пожалуйста. 25 км/х. Вот это дерево шикарное здесь. Невозможно проехать мимо, не сфотографировав его. Выехали с лесу. И опять в лес заезжаем. До Варнаминды. Куда-то ехать. Еще 50 минут так-то ехать. Да. Киса едет прямо. Красавчик. Вот за что я ее люблю. Нет, понятно, что она еще красавица и умница. Это ясно. Но за то, что она ездит на велосипеде, я ее просто обожаю. Это вообще не ее история. И она ездит просто потому, что
я езжу. Ну, ей тоже нравится природа, все дела. Но в целом это вообще не ее история. Вот. За это я ее обожаю просто. Я рассказывал подписчикам, как я тебя обожаю. Когда ты ездишь на велосипеде, просто вот прямо, ну, не знаю, любовь на меня нападает жестко. Она ездит на такие большие расстояния, это случается так редко. Это просто. Блин, такая дорожка классная. Я тебе говорю. Так. И что, кися? Хорошо идем прямо? Да. Ну, бодро. Тема для заметки в Facebook есть. Это мой цан-артст. Они каким-то таким обладают магическим воздействием на меня, знаешь? И когда я от них выхожу, я всегда готов купить все, что угодно, знаешь. Они на меня так влияют, воздействуют, знаешь, что я такой, да, буду чистить каждый день, да, и щеточкой, и палочкой, дайте, я все куплю. И вам нужна вот такая щетка, да, но не надо самую дорогую покупать. Я такой, пофиг, я куплю самую дорогую. Я всегда от них выхожу на таком энтузиазме, все скупить и заняться серьезно чистением своих зубов 2-3 раза в день. Но на следующий день это все проходит. Все, включается здравый смысл. Блин, да, вот это их не косяк. Там прямо впаривать. Кон-то у меня с собой. Я бы купил все. Они там могут делать такую секту прямо, знаешь. Перепиши квартиру или что-то у тебя есть, машину на нас, и у тебя будут хорошие зубы. Я там сегодня навела порядок, у нас там этих щеточек. Да? Можешь их продавать. В общем, сегодня я уже не так, вот, не так сильно горю желанием, как вчера, купить новую щетку на всю зарплату. О, кися, тормози, у меня тут, офигеть, хэнди прямо. Офигеть. Как я его, слушай, не потерял? Он просто не закрепленный, просто вот так лежал сверху и болтался. О! Там-то все равно ездить нигде нельзя. Не, я лучше возьму. А мы там нигде не ходим, мы там сейчас мороженое поедим и обратно поедем. А, ну мы еще тайник там поищем. Я еще координаты выписал, чтобы уж совсем не только заморожено. Блин, надо где-то пописать, а то там вообще сейчас что-то я затупил. Ты писать не хочешь? Ну, можно. Надо где-то поехали в лес заедем. Ах, там есть туалет? Ага, где? Там
платный, наверное. Да ты туда в тот туалет же не зайдешь. Там напротив Да. Как раз ты пойдешь в него. Ты видела, люди даже в автобусе с заборчиком ездят для пляжа. Офигеть, не лень же. Так, где-то нужен мне туалет. На автобусе они, наверное, на целый день приезжают. Магазин. На автобусе тоже красота вообще, слушай. Сел. Я вот, честно говоря, в последнее время прямо вот бегайстерт от альтернативных видов передвижения, кроме машины, знаешь. Вот автобусы, поезда, велосипед. Это иногда, порою, бэквэмее, чем машина. Машину надо постоянно где припарковать, как заправить, как доехать. А за тебя уже все придумали, все заправили, все проложили маршрут. Ты просто сел, вышел. Все главное, что там были места. Очень. Мне кажется, это проблема государства, если нет нормальных автобусов, которые, например, едут в Вустов в холодное время, когда люди начинают работать. И тебе ничего не остается. Или они делают этот автобус, который ходит раз в час и объезжает все деревни. Ну да. Ой, hallo. Короче, он даже вообще ничего не проверяет и не смотрит. Ага, прикол. То есть можно просто на доверие. Наперед надо идти. Пойдем. Уверен, что там еще есть место. Но попробуем защемиться. Сейчас бы вот на Каприке, милое дело. Много людей на кабриолетах. Есть еще место. На самый вперед не получится, но будем выходить и сделаем.
Ну, ты можешь туда просто пройти и поснимать. Иди и поснимай. Ничего не слышно больше. Да? Ну, будем выходить, давай я включу и поснимаю, да? Прошмыгнул. Так интересно, мы приплыли на пароме, и с той стороны стоит полицай, и не просто полицай, а прям кортеж какой-то, там полицейские мотоциклисты. Прям интересно. И они хотят на ту сторону переплыть тоже на этой же фере, на этом же пароме, что и мы. Прикольно. Ау, педали. Так, они так далеко стоят. Nach 200 Metern links abbiegen auf am Я Yachthafen. хочу снять. Смотрите, идеальный ракурс здесь. И тебе и Аида сразу, и паром. Как это все выглядело. Кстати, вот гибрид. Наш этот паром. Идеальный ракурс. Бережка. Не хочешь, что там психанул. О, смотри. Красота какая. Еще и людей нету. Просто. Ладно, подвинься. Ты послал группу нашим, да? Да. Это все неправильно, ты считаешь? Все аннулируется. Вот, мы приехали. Сейчас я посмотрю, кстати, сколько мы приехали. Сколько мы приехали? Мы приехали 35 километров где-то минимум. Серьезно? Ну да, по идее должно быть. Ну 30, наверное. 17-22. Сейчас я посмотрю. На, ты поснимай чуть-чуть. Ну ты мне дал, я думала. Там Освежу еще раз. Значит, мы проехали 30 километров. Мы в Варнемюнде, приплыли на пароме. Вон стоит Аида. Это Аида. Ну, Дива. А мы на какой Нова? Мы на Аида Космо. А Космо она побольше этой. В 3 раза. Все, сейчас у нас план найти тайник. До тайника 6 минут осталось. И что еще? И поесть мороженое. И можно выдвигаться обратно. Да, Ирусь? Ну, тебе нравится, ну? пойдем погуляем. Кися. Свистуна делает только что мы. Вон, видите, это живая мумия стоит. Я дискутировал, раздумывал. А ведь этот чувак здесь стоит, сколько я здесь живу. А я здесь живу уже 10-й год. И вот же он, я когда сюда переехал, он так тут и стоял. А это получается, что он сейчас на 10 лет старше стал. Он по-прежнему так здесь и стоит. И он же стал старше, то есть ему тяжелее сейчас вообще стоять, чем 10 лет назад. Ничего, стоит. Вот с ним кто-то разговаривает. И вот он здесь свистит, привлекает к себе внимание вот таким вот образом. Так, Иришка, ты как? После 30 километров. Почему-то в прошлый раз у нас получилось 76 километров тогда, а сегодня получится 60 почему-то. Ну, alles good. Alles good. Ну, этому вообще не позавидуешь. В таком костюмчике летом. Да. О, вот тут такой вот поезд, можно покататься по Варнемюнде. Кстати, нам еще тайник еще найти надо. Варнемюнде, знаешь. Курортная, да. Здесь вот зазывают на катер, вот этот кораблик поплавать, на экскурсию. Их тут тоже миллион. На крыше каждой везде сидят чайки огромные. И они вот реально здесь
такие наглые и вредные. Они забирают у туристов еду. И это прямо здесь мафия чаечная. Видите, они над головой прямо летят в поисках жертвы какого-то зазевавшегося туриста. Вон она уже прыгает. Офигеть. С ними здесь надо быть осторожным. Ничего не вижу. Любое. Один кугель. Все, у меня сейчас будет биберашинг мороженое на Ирина на усмотрение. Уверен, что это будет самое вкусное. Это маяк, друзья. Пушки, вон пушки. Все тут. Куда мы идем? Мы же это знаменитое событие, или как? Очень даже. Вот давай, чтобы... Что надо сделать? Я не могу, у меня подножки нет. Это Давай, так просто все не работает. Тебя может как-то об твой отпереть? Как-то мы уже приехали. Пофотографировались, едем такие теперь искать тайник. То зачем мы сюда, собственно говоря, приехали. Катаем по Варнемюнде. Мы уже заехали в самое сердце Варнемюнда, где люди просто живут, где не одни туристы, вот, а где люди просто живут. Еще есть такие счастливчики. Каску мне нужны волшебные геокетчерские очки. Одеть. Сделать, зачитать. Как там его. Warnemünde, das ist Tourismus, klar. Warnemünde, das ist auch Werften nicht zu übersehen. Diese Kette führt euch in eine Ecke, die zeigt, dass Warnemünde noch mehr zu bieten hat. Короче, Warnemünde это то, где мы сейчас находимся. О, 10%. Блин, эти батареи, походу, сами разряжаются, она была полная. Они сами разряжаются, когда ими не пользуешься. Так, друзья, ну, короче, мы на месте. Вам придется поверить нам на слово, что мы нашли тайник, потому что осталось 10%. Здесь что-то производит, что-то, какую-то медицинскую технику. И в задании написано, что какой-то тюрш. Так, друзья, походу это здесь, но я не пойму, как это работает. Вот я такой ключик вот нашел. Вот здесь он лежал в этой розетке. Это явно какая-то левая фуня. А, вот от чего этот ключик. Ха-ха, нашел. Цак. Та-да, та-та-да. И у нас еще и аккумулятора хватило. Вот это четко. Все, друзья, это был 182-й найденный нами тайник в геокешинге. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы настоящие следопыты. Смотрите, какая здесь книжка. Хопа. Вот такая вот книжка. Сейчас мы сюда запишем, увековечим наши имена. Только осталось вспомнить, какое сегодня число. Вот даже есть такая вот палочка, выручалочка. Я не знаю, что это такое. Keine Ahnung. Я, блин, даже не знаю, я вот... Ну, короче, Anschau's объект. Ну, типа объект, чтобы посмотреть. Dieser steht. И что-то для имплантации. Bei Narten gedacht, die Variante für die Herzkranzgefäße ist nicht so schön knautschbar. Zum Öffnen aus. Ну, короче, сейчас мы откроем. Посмотрим. О! Короче, походу на этом предприятии делают вот такую вот, офигеть, вот такую вот проволоку, которую в сердце вставляют. Блин. Интересно.
Полетели, все, молодцы. Тайник прикольный. Все, друзья, короче, мы выяснили, что на этом предприятии еще делают. В общем-то, казалось бы, курорт, а здесь еще вот такие серьезные вещи делают. Друзья, 21 июня. 6-25. Алекс и Ирина. Та-да! Та-та-да! Все, аккумулятора на дальнейшую запись на путь домой нету. За сим буду прощаться. Встретимся в следующих видео. Пока-пока. А, не, еще надо снять, как я кладу это все обратно. Причем эту штуку, которую вот для Херца, я уже себе прикарманил, положил в карман. Люди сейчас вон идут, смотрят, и думают, что он там сам с собой разговаривает. Хопа. Как оно здесь вообще стояло? Вон там, кстати, геокешинг. Тут траву не мешало покосить. Цак. А это кладем сюда. Цак. Едем на пароме обратно домой с Варнемюнда. И Айда стоит. Она притягивает внимание всегда, это Аида. Офигеть. Так. Так, друзья, проехали мы 65 километров, нашли 182 тайник. Сейчас я помечаю его как найденный. Кстати, а какой именно? Видимо, вот это был. Хихтек, да, Хайтек, Made in Warnemünde, вот это. Помечаю как найденный. Такой был там ящик такой своеобразный с ключиком. Так, gefunden. Так, и отправляю. Посмотрим, какой по счету это был тайник. По-моему, 182. Вот еще интересно вот это все перевести, потому что там что-то у меня начало все садиться, ничего не видно. Плюс я даже вот вроде по-немецки понимаю, как что, о чем речь, а по-русски даже слова такие забыл. В общем, было все как-то проблематично. Давайте сразу сейчас на русский переведем, да и не все. Короче, Варнемюнде это, конечно, туризм, Варнемюнде также верфи, его нельзя пропустить, да, придет вас здесь проводится. Может быть, еще... Короче, Варнемюнде это место, где мы... Здесь проводятся также исследования, разработки, производства, в том числе аэрокосмической промышленности. Да ладно, нифига себе. А, вот это Bereichen Luft. Вот пойди пойми, что это имеется в виду аэрокосмическая промышленность. Судоходство и медицинских технологий. В тайнике вы найдете образец работы из последней отрасли в качестве наглядного пособия. Пожалуйста, не вынимайте его. А если вам когда-нибудь поставят стенд, попробуйте взглянуть на упаковку. Если на ней написано «био», вы везете высокотехнологичный товар, произведенный в Варнемюнде. Швейцар живет сзади. Вот этот Тюрштейр. Швейцар, да. Пожалуйста, убедитесь, что он не только закрывает главные ворота, но и как следует закрывает за собой дверь своей квартиры. Ну, короче, имеется в виду, что закрыть за собой эту коробку, где этот тайник лежал. Вроде я закрыл, хотя там где-то ключик лежал. Крышечка как-то до конца не закрывалась. Ну, в общем, я закрыл как мог.
Еще координаты. Показать, как мы куда ехали, и сколько, как, чего. Вот это вот координатики. Вот, кстати, вот мы последние. Гефонден Данке, 21.06. Вот. Вот вчера кто-то нашел, 17 июня кто-то нашел. Вот это все, кто отметился. Так, теперь как мы чего проехали. Maps, он же прекрасная вообще дорога от нас в Варнемюнде. Вот так мы проехали. 32,5 километра в одну сторону показывает. Вот это огромный лес. По большей части ехать надо через него. Потом вот здесь вот на пароме. Паром стоил евро 30 за велосипед, за взрослого 2 евро. Ну и, собственно говоря, все. Больше рассказывать нечего. Подписывайтесь, ставьте лайк. И пока-пока.